Гимнастка Владанна. Вот хочу покружиться в своей любимой примерочной с такими зеркалами. У меня здесь есть зеркало заднего вида, и я себя вижу во всех ракурсах. Дорогие друзья, вы на канале Мода с Владаной. В руке гранат, а на спине платок. Сегодня я пришла на работу вот в таком комплекте. Это интересные юбка-брюки и маечка. Вот такая чудесная маечка с платочком на спинке. И мне захотелось сделать модный обзор для вас. Это очень удобный, любимый, комфортный такой ансамбль. Я под низ подбираю различные варианты верха. Ну вот сегодняшний вариант, я в нем себя чувствую очень комфортно. Интересно вписался платочек, а я люблю эксперименты с платочками. У меня много видео, целая коллекция изделий для лета с платочками. Вы можете посмотреть по ссылочке. И вот такая маечка с платочком, с часиками на спине. Вот здесь вы видите, часики по центру разместились. У меня чудесно вписалась в мой сегодняшний наряд. Перед я поддержала такой милой деталью с пуговичками. Здесь модель полуприталенный силуэт, основка 54 размера, горловина углублена на 8 сантиметров, плечо, кстати, тоже шириной 8 сантиметров, отведено от шеи на 3 сантиметра. Ну, в общем-то, понятен крой по внешнему виду этой майки. Эластичная трикотажная полочка, а спинка у нас атласный шелковый платочек. К этому верху у меня подобран вот такой низ. Это мои так называемые владаны. Мои девчонки в ателье эксперименты с брюками, с юбками называют очередные владаны. Для вас у меня есть еще заготовочки нескольких владанов. Ну, опять же, кому как нравится, могут быть шальвары, аладдины, юбка-брюки. Но мне эта модель ближе как юбка-брюки, потому что здесь такие вот интересные снизпадающие бока необычные. Эта модель очень аккуратная. Одним словом, мне нравится. Я надеюсь, что и вам эта модель зайдет и понравится. Для моего низа, для моей такой юбка-брюки, для моих владанов мне понадобилось 1,80 м ткани при ширине 1,5 метра. Ну вот, очень удобная вещь, вот такая стильная. Она отличается от моих предыдущих комбинезончиков, шальварчиков. В ней есть свои нюансы, поэтому вам рекомендую с этими нюансами подробно ознакомиться. Подобрана тонкая шелковая ткань на поясе резинки. Вот вы видите этот пояс. Я все люблю летнее, чтобы меня нигде не зажимало. Удобно, повседневно. Подобная модель у меня из натуральной ткани марлевочки белоснежной, сделана для занятий йогой, гимнастикой, для отдыха, для моря, для дома. Поэтому рекомендую. Модель удобная, комфортная, и в таком статичном состоянии сложно понять, что на тебе. Или юбка такой с необычным неровным низом, или ну что-то необычное. Что я всегда и люблю в одежде, когда присутствует интрига, когда хочется ее рассмотреть поподробнее, разобраться, а что же там хотел мастер, какую мысль посылал, какая идея заложена в изделии. Сейчас лето, поэтому почему же не носить льющиеся летние воздушные наряды? Вот такое сегодня для вас я подготовила дефиле. Вот хочу показать
покружиться в своей любимой примерочной с такими зеркалами. У меня здесь есть зеркало заднего вида, и я себя вижу во всех ракурсах. Целое зазеркалье. Здесь я вам скажу, сколько у меня зеркал. Зеркало заднего вида, раз, два, три, 4 зеркала. И нам всегда удобно в ней. Сразу возникает поток идей, причем тут же раскрепощаются мои клиенты, мы настраиваемся друг на друга, и обязательно что-то у нас получается, что-то придумывается, и все довольны. Можно в таких чудесных ладанах не только ходить, но и делать гимнастику, заниматься йогой и различными физическими упражнениями. Но уж очень свободно, нигде ничто не ограничивает, не зажимает. Все отлично. Pourquoi pas? Почему бы и нет? Можешь вот так вот? Ага, я поняла. Хорошо. Вот так. Хорошо. Понятно, все. Давай. Вот такая сегодня гимнастка Ладанна. Когда вы увидите выкройку, вы поймете, что в этих брюках можно даже садиться на шпагат. Вот она настолько удобная, не ограничивает движение, льющаяся, свободная. И опять же с одним швом. И где этот шов, и как нам сделать этот крой, я вам все сейчас подробно на столе покажу. Я для наглядности разложила свои штанишки. И вы видите, что это прямоугольное полотно, которое, естественно, не поместилось, так как длина его 1,80 м. Здесь проходит центр моего изделия, это центр переда. Вот резиночка. Если рассмотреть, что вот это наша талия, место притачивания пояса к изделию, и это центр переда. Вот в дальнейшем это будет сгиб на чертеже. Вот наша резиночка, она вписалась по такой форме интересной. Вот расстояние вот здесь у меня 5 сантиметров. Ну, это вы сейчас увидите на схеме. Это наш бок, так как шва здесь нет, здесь тоже сгиб. Вот сгиб, бок правый, бок левый, низ моего изделия, вот как раз по низу проходит шов. Шов проходит внизу, и шов проходит с этой стороны, ну и симметрично с другой стороны нашего изделия. Вот по диагонали, вот здесь вот низ наших штанишек. Это вот это место, куда проходит нога внизу. Участочек вот здесь зашит, а с этой стороны это юбочка, потому что вот участок достаточно прямой, который не зашит, снизпадает, и сбоку у нас получается вид юбки. Спереди это штанишки, а сбоку вот это бок изделия без шва со сгибом, это юбочка. Поэтому сложно понять, то ли это юбка, то ли это брюки, потому что здесь два в одном. Вот сейчас вы увидели в готовом виде разложенные штанишки. Теперь я вам показываю схему 1 к 10. Здесь у меня сгиб проходит. Это врезается шов притачивания пояса, а это центр по переду и по спинке моего изделия. Низ изделия. Шов у нас проходит
здесь и здесь. Вот я сейчас покажу пунктиром. Здесь у нас линия шва. Линия шва в этом участочке и вот здесь. Так, вход ног в зоне нашей щиколотки. Эта линия – это сгиб. Общий размер 1,80 м. Соответственно, половина 90 сантиметров. Вот здесь участок, где разрез, у меня вот ткань разрезалась, этот участок 5 сантиметров. По ширине ткань наша 1,44 м в чистом виде между кромками. И соответственно, так как здесь сгиб, то в половинном размере 72 сантиметра. До моего пояса, вот по центру, 50 сантиметров. Это до низа нашего шва сидения. Заниженный шов сидения получился и по прямой линии. Соответственно, вот сам пояс мой пришивается размер 22 сантиметра. Сюда мы разрезаем ткань и притачиваем наш пояс. Вот этот пояс с резиночкой, он без проблем заготовлен был и оверлочком пришит. И вот эта общая длина, это ваш размер бедер. Вот, к примеру, мои бедра 112 сантиметров. И вот если мы эту длину сложим, вот все вот наши длины, поэтому, соответственно, вы должны в это место пройти своими бедрами. Низ нашего изделия. И здесь участок, который не зашивается. Его длина 37 сантиметров. Далее идет участок 25 сантиметров. Вот здесь участочек 10 сантиметров. 10 и с этой стороны 10 сантиметров. Диагональ – это вход нашей ноги. Прелесть этой модели в том, что эта модель подходит на любой размер. И на худеньких, и на полненьких. Здесь вы регулируете под себя только вот эту длину, под вашу талию. Здесь абсолютно несложно это все высчитать под ваши бедра. Ну и соответственно вот этот размер в зависимости от ширины вашей ноги, ну ваших индивидуальных предпочтений. Это отверстие может быть больше немножко, ну а минимум вот 14 сантиметров. Вы можете его сделать чуть больше для вашего индивидуального удобства. Так, резинка опять же может быть уже, шире. Конкретно моя ширина 3,5 сантиметра. По длине мне понадобилась резинка 86 сантиметров. Это длина. Резинка пришита оверлоком, заготовлена. Низ наш обработан московским швом. И вход ноги обработан также московским швом. Здесь эта линия обработана оверлоком, зашита изнутри. Все, опять же, просто и замечательно, учитывая, что модель подходит на любые размеры. Сейчас мы с вами переходим к моей маечке. Так. Вы видите мою маечку. Это основа 54 размера с выточками нагрудными. Полуприталенная. Низ – это ваш объем бедер, здесь ваш объем груди. Длина моей маечки по переду 57 сантиметров. По спинке, учитывая, что здесь у меня перепад длины,
за счет того, что пришит шелковый платочек. Длина по спинке 65 сантиметров. Ширина плеча 8 сантиметров, а углубление горловины также на 8 сантиметров. Расширение по плечу 3 сантиметра. По обработке это канты на распашивалке. У меня вот здесь обработан горловина и проймы. А низ также на распашивалке, подворот на 2 сантиметра. А маечка подшита аккуратно московским швом. Все заделано. Вот вы видите, внутренний шов обработан оверлоком и аккуратно заделан вот этот вот наш перепад длины. Вот переход московского шва вот в наш оверлок, наш боковой шов. Вот здесь все это зафиксировано. Участок продолжается 2 сантиметра московский шов, и потом плавненько переходит в боковой шовчик. Вот как раз этот участок в районе подворота распашивалкой. Сейчас я дополнительно нарисую для вас схему нашей маечки. Вырез вы можете опять же под себя делать, кому как нравится. У меня понижение на 8 сантиметров. Она может быть глубже, может быть кареобразной формы, любой формы. И ширина плеча у меня 8 сантиметров. Нагрудные выточки и перепад длины также 8 сантиметров. Здесь я подвязывалась под размер своего платочка. Мне важно было, чтобы был красивый край. Общая длина изделия по переду 57 сантиметров, а по спинке 65 сантиметров. Это размеры обхват груди, обхват бедер. Но учитывая, что передняя часть из трикотажа достаточно эластичная, поэтому здесь я сделала хорошее приталивание. То есть мне нет необходимости вставлять молнию, она очень легко одевается, проходит. Так, вот моя схема. Размер 54. Ну, опять же, может быть, кто-то с выточками любит, кто-то без. То есть здесь возможны варианты. Так, расширение по плечу 3 сантиметра. Вот по переду у меня здесь изображена такая декоративная планочка с 2 пуговичками. Вот она душевненько вписалась в мою горловинку. И обработка 1,5 сантиметровым кантом на распашивалке. Все. Разобрали схему юбки брюк и моей маечки. Вот вы убедились, все доступно, все понятно, но результат очень милый и стильный. Дерзайте! Такой сегодняшний модный обзор у меня получился. Надеюсь, вам он понравился. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. До скорых встреч на моем канале. Всего вам доброго. Пока-пока.